Так, народ, всем привет. Смотрю, уже есть, в принципе, зрители. Думаю, стоит начинать. В общем, смотрите, это как бы первый стрим, о котором я говорил в предыдущем видео. Такая будет как бы болталка для мастеров. То есть вы пишете вопросы в чате, и вопросы можно писать не только мне, допустим, а делать как бы такую привязку к местности и писать вопросы, в принципе, коллегам, допустим, которые живут где-то поблизости к вам и могут дать какие-то рекомендации, к примеру, о покупке или же о продаже там, инструмента, кожи и так далее. То есть эти стримы направлены на то, чтобы ну, так скажем, более как бы в реальном времени дать какую-то пользу определенную и ответить на какие-то такие, может, даже незначительные там вопросы, которые которым не нужно делать какой-то более глубокий разбор. Вот. Плюс еще есть у меня как бы такая идея, чтобы делать как бы анализ, может, каких-то профилей в Инстаграме мастеров, допустим, проведем стрим где-то в какое-то время, скажу, чтобы набросали ссылок на свои профили и, к примеру, там 5-10 первых ссылок вот откроем в браузере и все вместе посмотрим, покомментим, дадим какие-то, может, рекомендации, допустим, по наполнению, по изделиям и так далее. Здесь очень важно понимать, что должны быть определенные правила, никаких там нецензурных выражений, оскорблений и так далее. То есть вы все знаете, что как бы очень сложно начинать, в принципе, без какого-либо там обучения. Обучение обычно все с Ютуба, своими силами, и сразу как бы ни у кого ничего не получалось, поэтому давайте друг друга поддерживать и не будем, даже если вопрос вам кажется глупым, то лучше промолчите и ничего не комментируйте, нежели писать какие-то грубости, чтобы у человека пропало всякое желание, допустим, продолжать дальше начатое. Вот. Так, теперь, смотрите, у меня есть чат. В чате могут писать комментарии только подписчики канала. В принципе, стримы для вас как бы и созданы, поэтому все, кто не подписан, они могут только смотреть, но не комментировать. Так, давайте тогда сделаем следующим образом. Все, кто подключились или подключаются, напишите ваши города, кто откуда. Остальные будут видеть и, в принципе, уже будут понимать, может, кому там какой-то вопрос задать, кто поближе к вам, допустим. И так, вот Киев. Это от нас где-то 350 километров. Я сам из Сум, город Полтава, отлично. Днепр. Еще давайте, знаете что, пока мы делаем такую перекличку, вот, давайте я сделаю такую минутку рекламы. Пока делаем перекличку, я сообщу, ну, как бы рекламную информацию, чтобы потом не прерывать, как бы не отвлекаться лишний раз на это. Смотрите, сейчас запустил такие как бы
онлайн-обучалки, онлайн-стримы на темы там, съемки изделий, наполнения своих профилей, фотографирование как бы изделий в условиях мастерской. И вторая тема на данный момент это продажи изделий. Буду делиться информацией, которая вот накоплена у меня за годы работы. То есть как продаю, где продаю. И ну, то есть буду делиться этой информацией. Так что, кому интересно, в описании под этим стримом будет информация, как связаться. И ну, более подробно это я уже расскажу там в Телеграме, к примеру, если кто-то обратится. Первое занятие мы уже провели в прошлое воскресенье. Были определенные нюансы там с интернет-соединением, но в принципе все прошло более-менее нормально. Так что теперь учел эти все моменты, с интернетом разобрался, с провайдером. И сейчас можем уже проводить следующие такие занятия. Также еще в описании тоже под этим стримом есть ссылка на телеграм-канал, где как бы подписчики, мастера именно этого канала, они общаются между собой. Сейчас добавилось после раннего видео, добавилось еще человек, наверное, 150 в чат. Сейчас там очень активное обсуждение. Такое ощущение, что, знаете, у многих не было возможности выговориться, и они вот нашли для себя такой выход, такой чат. Так что тоже всех приглашаю к общению. Я думаю, подобные вещи будут полезны, ну, как минимум, начинающим мастерам. Так, вопрос, значит, работа с кожей основное занятие или нет? Ну, или способна там прокормить, да? Работа с кожей это как бы на данный момент где-то 50 на 50. То есть, когда мы начинаем, это более такое хобби, дополнительный какой-то доход. Допустим, в зимнее время сейчас у меня основной доход, к примеру, от изготовления изделий из кожи. После начинается сезон съемочный у меня, и поэтому там съемки больше как бы приносят. И вот такой 50 на 50. В общем, способна ли прокормить? Вы знаете, я уверен, что это дело способно прокормить и неплохо как бы, но здесь нужен немножко другой подход. Очень хорошо, допустим, зарабатывают магазины, у которых есть какие-то такие массовые продукты, которые зацепили вот аудиторию такого относительно среднего качества, который, ну, как бы аудитория, которой нужно относительно среднее качество плюс довольно низкая цена. И вот такие мастерские, которые изготавливают, в принципе, подходящие изделия, вот, они как бы нормально зарабатывают, в которых изделия продаются там сотнями, к примеру, да, и тысячами. Вот. Если, допустим, делать уклон на какое-то качество, на дороговизну, на премиальность материалов, вот, то здесь, конечно, вопрос сомнительный, потому что уже, допустим, людей, которые хотели бы приобрести себе подобного качества изделия, вот, и по нормальной как бы цене, их уже намного меньше. И они как бы между мастерами, допустим, которые будут там в среднем топовом сегменте, они между этими мастерами, так скажем, расходятся, да, и вот уже каждый понемножку там зарабатывает. То есть здесь как бы сложно сказать в плане того, что если вы, допустим, работаете в среднем сегменте, то здесь уже как бы заработок, ну, я не знаю, можно будет прокормить при таких раскладах или нет, там, семью, занимаясь чисто изготовлением.
понятное дело, что если у вас, допустим, не знаю, там сумочка стоит $3000, вы ее изготовили, там, грубо говоря, за неделю и реально продали, то без проблем, конечно, получится. Но те цены, допустим, которые я знаю там по Украине, это, конечно, ну такое, как бы, сложно на жизнь насобирать с такими заработками. Так, еще что? Ага, значит, есть вопросы сейчас. Да, давайте, кстати, слушайте, еще сразу дам информацию. Я просто не захотел записывать видео. По поводу материалов скажу. Есть видео, в котором я рассказывал о коже Бутера. Очень дешевое предложение в Украине есть, да. Продают полу, ну, Бутера в полах, и цена там в 2 раза получается, где-то даже больше, в 2 раза ниже, чем, допустим, покупать, не знаю, там, плечи там и все такое, да. Но сейчас этот же магазин, он, ну и как бы народ начал писать, что вот пола, там много всяких, ну, много брака, дефектов. Здесь нужно понимать, что, ну, что такое пола, да, это вообще низ, получается, это живот. Естественно, там будут складки, ну то есть это те участки, как бы самые такие, самые там волнистые какие-то, с повреждениями, ну, то есть самое низкого качества, допустим, если брать остальные там участки кожи. Поэтому, ну, брать, допустим, полу и думать, что там 100% будет как бы вся площадь использована, это, ну, как бы, ну, это неправильно мыслить и как бы себя обманывать. Сейчас этот же магазин, он завозит плечи. Я недавно у них взял одни как бы плечи в моем самом ходовом цвете. Вот смотрите, они в принципе уже рулон намного шире, то есть пола она приходит где-то шириной, ну как бы небольшой, где-то в половину уже этого рулона. Здесь вот продаются плечи. В принципе, у них площадь без дефектов намного больше. И то есть из такого куска уже можно изготовить тот же портфель, к примеру. И цена у них все равно остается как бы ниже, чем у остальных поставщиков, чем они как бы интересные. Потому что у остальных поставщиков все равно где-то процентов, насколько, ну не знаю, процентов, наверное, на 10 дороже, все равно это кожа получается, даже может больше. Вот. И плюс, они еще завезли ременную кожу, вот, в толщине где-то 4 миллиметра. Кожа очень крутая на самом деле. Я когда-то из подобной начинал шить свои разгрузки, потом эта кожа как бы пропала, но в Украине я не мог ее найти. Сейчас вот этот магазин завозит данную кожу, тоже как бы рекомендую. Очень красивая, с эффектом pull-up, то есть это такие прям винтажные, классные можно делать вещи. Так, теперь немножко, ну, не знаю, наверное, дам в описании ссылку на этот магазин, тоже, если захотите, посмотрите их предложение. Тепер, якими пробійниками користуєтеся? Значит, ну какие? Сейчас у меня в основном пробойники идут с косым зубом, шаг 3,85, то есть в основном, допустим, кошельки какие-то, что там, карт-холдеры, все я шью с использованием этих пробойников. Есть у меня с меньшим шагом, который я уже показывал, вот, 3,38 шаг пробойников. Но я ими пользуюсь редко, потому что они из такой более бюджетной серии, у них зуб очень-очень тонкий. То есть если, допустим, я пробиваю теми, что... Ну, сейчас я, может, покажу. Вот, если, допустим, сравнивать вот эти,
у них получается как-то, ну я не знаю, все равно отверстия, они получаются какие-то более красивые при пробитии и немножко шире. Вот как раз по, допустим, толщине там нити получается где-то 0,45 миллиметра. То есть если мы глубже чуть-чуть они проходят в заготовку, то красиво получается отверстие. А, к примеру, у этих зуб он какой-то прям очень-очень тоненький, очень-очень такой, ну, отверстие, да, и, ну, как бы их тоже можно загонять, но они какие-то прям, вот, по ощущениям, намного тоньше выходят, чем у этих. И мне вот этот пробойник, он намного больше нравится, поэтому данными я, ну, практически не работаю. То есть, если будет какое-то изделие такое, ну, маленькое, там, требующее меньшего шага, то, конечно, я буду его, ну, как бы их использовать. Также у меня еще есть вот эти пробойники ромбовидные с шагом 5 миллиметров. Это я брал вшить сумки, ну так вот, чтобы здесь, по-моему, 2, 4, 6, 8, 10 зубьев, самый большой. Вот. Но тоже ими очень редко пользуюсь, потому что к сумкам я еще не пришел, именно к большим каким-то габаритным изделиям. Вот. И разгрузки я шью с круглым зубом, но сейчас я не покажу, потому что их далеко там доставать. Круглый зуб, где-то миллиметровое отверстие и нитка 0,8 миллиметров. Это то, с чего я как бы начинал. И вот в тех изделиях, которые у меня основные, в принципе, я эту технологию как бы и не меняю. Потому что, ну, оно как-то смотрится, не знаю, более гармонично. И не хочется менять, и в принципе людей все устраивает. Так, часто используйте клей КМЦ. В Украине я находил КМЦ с добавками. Смотрите, КМЦ я использую в, ну не знаю, наверное, в процентов 80 своих изделий. То есть там, где изнанку нужно реально заглаживать, то я работаю с КМЦ. Для видео я использую там токанолы или BR Graph Gum. То, что мне прислали как бы для тестов, они у меня есть, и они немножко как бы для видеозаписи ускоряют процесс. То есть мне не надо дополнительно делать какие-то манипуляции. Свои же, допустим, изделия, которые ну, меня заказывают, и кожа, к примеру, та же Бутера, где нужно все равно загладить изнанку, я обрабатываю клеем КМЦ. Клей КМЦ, ну я не знаю, там добавки, не добавки, в общем, я покупаю в строительном магазине, в хозяйственном. Вот, написано КМЦ, я даже ну, не смотрю там на состав. То есть я его как бы развел, сделал такой как кисель и использую на своих изделиях. Что там может быть еще в составе, я не знаю, как это повлияет, допустим, на его свойства. Но в принципе сейчас как бы лучше для себя варианта не нашел. То есть то видео, которое есть на канале, это вот КМЦ. Вот дальше я или апертурой закрываю, или же грунтом для торцов, и все как бы нормально получается. Так, теперь не думал заняться изготовлением обуви. Хотелось просто для себя что-то изготовить, потому что обуви как таковой ну, хорошей, допустим, или интересных каких-то моделей у нас, если и найдешь, то это очень дорого. Вот. Но очень не хватает времени на все. То есть хочется и работать там с тиснением, и я не знаю, и сумки там попытаться какие-то шить уже с более какие-то серьезные изделия в плане того, чтобы это были многослойные стенки с какими-то уплотнителями. Ну, в общем, хочется вот как-то позаморачиваться уже посерьезнее, но просто на все не хватает времени. И с обувью тоже хотелось бы что-то попробовать, но обувь это очень сложно, там нужны свои дополнительные какие-то приспособы, и уверен, что чтобы научиться шить обувь, нужно все-таки проходить какие-то обучения, мастер-классы, куда-то ездить. Ну, кроме того, что там сланцы, допустим, можно себе изготовить. А если какие-то такие сложные, там, не знаю, сапоги, к примеру, то это
лучше, конечно, у мастеров поучиться. Какую литературу для мастеров посоветуете, для новичков, да? Ничего не читаю. С этим у меня не сложилось, но не могу я сидеть и читать книжку, как-то нет у меня вот этой усидчивости. Всю информацию питаю с Ютуба, в инете, иногда нахожу какие-то статьи, но это такое, там, несколько абзацев прочесть или там картинки посмотреть. Вот читать книжки просто не хватает у меня терпения. Ну, у меня, наверное, и техника чтения невысокая, поэтому я вот не люблю это дело. Далі, як просто обробити торці воском з мінімальним інструментом. Тільки починаю шити і паяльної станції немає. Так, воском торцы. Ну, смотрите, ну, минимальный инструмент. На канале есть видео, я показывал, зачем. Во-первых, воск на самом деле, ну, воском обрабатывать торцы, ну, это такое, ну, какой в этом смысл? Вот, смотрите, есть видео, где я показываю, как можно, допустим, загладить торец с использованием клея КМЦ, обойного клея, да, который, там упаковка его стоит, ну, не знаю, $1-1,5. Вот, это очень бюджетно. Можно, допустим, и его там хватит вам, ну, на несколько лет, наверное, если, ну, смотря, в принципе, при каких объемах работы. Вот. И этим клеем КМЦ вы можете загладить торцы обычной там, тканью какой-то. Я джинсы старые порезал и заглаживаю торцы. Зачем использовать воск? Ну, как бы это такой вопрос. Просто целесообразность. Воск не защитит торцы. Да, он может как-то загладить, ну, тоже как бы даст какую-то поверхность, но при этом он же не дает вот эту зеркальность, он нам все равно, ну, как бы, там, допустим, расплавится при воздействии, там, в карман положили, оно нагрелось от тела, воск, к примеру, может поплавиться. Ну, в общем, это такое. Я когда-то покупал себе воск, делал восковую пропитку. Вот восковой пропиткой, в принципе, можно обрабатывать кожу. Получается прям, ну, так, на любителя, но вот я себе, допустим, инструмент, ручки, допустим, которые обтягиваю кожу, я обрабатываю этой восковой пропиткой. И, в принципе, мне нравится, к примеру, эффект. Вот эти ощущения такие, ну, не знаю, какие-то они особенные от этого воска, допустим, на поверхности кожи. Интересно получается. Но здесь тоже важно и правильно кожу подобрать, чтобы она как-то хорошо сочеталась с этим средством. То есть это не просто там, если сказали, обрабатывай воском, все, берем и обрабатываем все подряд. На самом деле многие, допустим, кожи, они уже с каким-то покрытием, они не будут впитывать в себя эту пропитку или не будут, ну, как бы она там останется на поверхности, будет жирный, допустим, это изделие будет жирное. Так что здесь нужно как бы экспериментировать. И по поводу восков, это такое, у меня двоякое как бы чувство, когда мне говорят обработать воском торец. Есть средства, которые тоже бюджетные. Кстати, воска купить сейчас это не так уж и дешево. И проще купить себе маленькую баночку, допустим, грунта там, для торцов или апритуры и там, клея КМЦ мешочек, затереть себе торцы и обработать, и все, будет, результат будет намного лучше. КМЦ вообще не нашел. Ну, может, он не везде продается, но у нас вот там есть сеть магазинов Эпицентр. Там есть. Возле дома есть хозяйственный магазин. Там прям 2 или 3 вида этих КМЦ лежит. Я не знаю, почему. Ну, может, просто другие, допустим, регионы, они как-то не завозят это все. Фен в помощь. Ну да. Ну, воск плавить феном. Но воск же, он и без фена будет плавиться, если будет сильно нагрев, к примеру, в том же кармане будете носить кошелек. Поплавится все. Сайт Крафта как площадка для продажи.
ваше мнение. На крафте есть. В принципе, по продажам тоже буду рассказывать и про крафту, вот именно в стримах. Но скажу, что этот сайт, а почему бы как бы и нет, да, он, там все равно вы ни за что не платите, поэтому на крафта можно зарегистрироваться. Но так, чтобы прям сотнями у вас уходили изделия, все равно, где бы вы ни продавали, нужно ставить как бы цену низкую, да, и чтобы вы могли успевать, ну, как бы выполнять такие объемы там, заказы, если вы сделаете какую-то модель кошелька, которую вы поставите, не знаю, за 300 гривен, у вас их будут брать десятками, да, то надо еще будет успевать их отшивать. То есть это больше такое. Ну, такие площадки там, как по мне, если зарабатывают, то зарабатывают, в принципе, мастерские, которые уже делают массовые какие-то продукты. Так, так. Магазин. Там, где кожа, сейчас, секунду, наверное, оставлю, оставлю в описании ссылку. Сейчас я скажу, как он. Скажу, как называется. Я забываю все. Как-то крафт. Сейчас. Называется Sandcraft.ua. Кстати, давайте я сейчас потестим, покажу вам. Это мой профиль. Сейчас я вам покажу просто их страничку. Вот они. Покажу их страничку в Инстаграме и сразу потестим. Вот, переключился. Посмотрим, что у них есть в Инстаграме. Вот, работает ли связь. По-моему, все. Видите, как бы страничку в Инстаграме. И вот таким вот образом мы можем делать, в принципе, какие-то обзоры там, страничек тех же мастеров. Вот страничка Sandcraft, у них теперь есть в продаже плечи, большие кожи, большие площади, нормальная цена, можно заказывать, в принципе, хорошую качественную кожу поставляют. Ну и плюс Бутера, они сейчас, я же говорю, что завезли ременную кожу, которая реально очень классная. И этот артикул у меня часто и заказчики потом спрашивали, и мастера спрашивали, где брал такую кожу, но ее в Украине я не мог найти. А вот они сейчас завезли, так что пока есть такая возможность. И эта кожа у них на постоянной основе. Так. Какую нить подобрать? На 4 мм пробойник, французский 0,5-0,59. Ну, смотрите, нить, мне кажется, чем тоньше, тем лучше. Ну, где-то 0,5, наверное, будет нормально. 0,6 все равно какая-то мне, ну, она толстовата. Можно 0,5, 0,45 миллиметров, 0,45 миллиметра толщину нити. Вот, в самый раз. Мне нравится толщина 0,45. 0,30 или 0,35, ну, такая очень тонкая. Все еще зависит от нити. Есть там крученые они какие-то, не крученые. Тоже все зависит от нити. Еще как она ложится. Она может быть потолще, но красиво ложится в изделие на кожу. Может быть там, к примеру, тоньше, но ее практически не видно. И она больше выглядит как машинный шов. Тоже по ней очень интересно. Так, что скажете про инструмент? Выбрать дорогой. Санта Ливута на долгосрочную основу, чтобы потом не брать дорогой. По поводу выбора инструмента. Ну, скажем так, вот магазин Вута, допустим, у них то, что у меня было из их инструмента, это, к примеру, пробойники, да, хорошее качество, вот эти с косым зубом, хорошее качество, в принципе, пробойники меня устраивали. Далее я у них что-то покупал еще,
не помню, крамкорез или что такое, да, и качество намного ниже. То есть у них есть позиции, которые действительно как бы достойны внимания, так скажем, да, но есть позиции, которые реально это низкокачественные инструменты, дешевые. Вот, поэтому инструмент лучше, конечно, брать, если на долгосрочную, то лучше брать, наверное, подороже. Ну, как подороже? Даже не то, что подороже, а именно более качественный. Есть мастера, которые делают сами инструменты. Сейчас их очень много появляется, новых, которые делают там, ножи, крамкорезы. Вот. И эти инструменты, они по цене, к примеру, не намного дороже, а бывает даже дешевле тех же там вуты, к примеру. Вот. Но при этом они выполнены более качественно из, там, к примеру, лучше стали. Вот. Так что этот вопрос нужно изучать и брать именно то, что вам хочется. По качеству, чтобы этот инструмент, ну не знаю, вот вы увидели, вам захотелось, вы купили. Допустим, покупать просто из-за того, что это вута, ну нету смысла, так скажем. Вот. Какую нить используете? Нить использую Мэйси, шью, есть кошельки. У меня есть там несколько катушек разного цвета, синтетика. И есть, по-моему, одна катушка льняной. Это я просто брал себе на пробу. Льняная тоже, она классная сама по себе. Нравится, как она прям шуршит при шве, при сшивании, при работе. Но синтетика, не знаю. Синтетика, мне кажется, она на более длинных прошивках меньше стирается. Потому что льняную ее все равно нужно и воском там натирать, чтобы как бы дольше прошивать. Вот. А, к примеру, другие изделия, где мне нужны там нитки потолще, есть, по-моему, СИМ называется, турецкая нить, толщиной 0,8 мм, она плоская, но вот скажу так, из того, что у меня было, подобного плана, там, толщине 0,8 мм, 1 мм, 6 мм были нитки риц, вот, то вот эта вот нитка Сим, она как-то, ну я не знаю, она и вощеная такая как-то в меру, и вот структура ее нравится, как она ложится на изделие. При своей толщине она выглядит более-менее симпатично. Ну и плюс вот эта нитка Риц я покупал когда-то, или брал на пробу. Брал на пробу у магазина Бахтарма. Вот. Толщина 0,6 мм, тоже хорошее у нее такое качество. И все. Остальные там китайские. Брал когда-то бухту 500 метров нитки. Тоже то ли продал, то ли отдал кому-то. Но очень дешевые нити в больших объемах. И знаете, и на изделие не захотелось их пускать, потому что они не очень на самом деле смотрятся. Даже не из-за того, что они там непрочные или растягиваются, просто они на самой коже, на изделии выглядят отвратительно. Так, спасибо вам за стрим, очень интересно. И вам спасибо, что приходите, смотрите. Тоже пишите какие-то комментарии в плане каких-то, может, пожеланий, рекомендаций. То есть я планирую выходить в прямой эфир, ну, как минимум раз в неделю. Вот. И хотелось бы давать максимум какой-то интересности, полезности, допустим, от стримов зрителям. Поэтому, может, если у вас какие-то пожелания, была идея, допустим, делать стримы, ну, как по интервью там с другим мастером, к примеру, да, но пока это технически сложно осуществить. Потому что я сегодня, если честно, вот, буквально минута в минуту до стрима я решил вопрос там, с подключением с интернетом, потому что до этого вроде бы все классно, потом начались какие-то сбои, траблы. И как раз у меня там в последний момент и аккумулятор к ноутбуку приехал, и я поехал в магазин этот патчкорд, подключил ноутбук уже не через Wi-Fi, а через шнурок. И, ну, в общем, сегодня столько было разных манипуляций, чтобы вот так вот выйти. Да.
конечно, было испытание. Есть ли в Украине какие-нибудь курсы? Есть. Какие-то есть. Я видел, ну, как бы, по крайней мере, я видел рекламу, делают курсы по пошиву сумок. В Инстаграме 100% есть. Это нужно, ну, или в Инсте где-то прописать там курсы, не знаю, шить сумку. В общем, какие-то запросы. Сам я точно не знаю какие-то именно мастерские, которые делают курсы, но где-то меня, ну, как бы мне встречалась эта информация, точно есть. Вот. Ну и по поводу курсов, если будет интересно, вот эти, те, что я оставлю в описании, набираю группу, более такие онлайн-стримы. То есть ничего не шьем, но именно по продажам и по съемке изделий это я смогу информацию полезную дать. Привет из Германии, занимаюсь кожей примерно год, прошел, перешел на перешив сидений, от кожаных изделий не отказался, очень нравится. Обтяжка руля, перешив там сидений, это очень, в принципе, такая тема сейчас актуальна. Особенно у нас в Украине. Машин все больше и больше пригоняют с Америки, с Европы. И народ как бы начинает суетиться, заказывать себе перетяжку рулей, там, рычагов КПП и так далее. Так что это очень классно, если, допустим, у вас получается, то ниша такая перспективная. Всем привет. Как пользоваться карнаубским воском? Карнаубским воском, вот я хотел записывать, вот у меня есть воск Олампус, в принципе, что-то подобное, да, есть еще там от Экси такой брикет. И же, ну, как бы, есть те, что, допустим, обрабатывают механически стоят там щетки, да, вот натираем этим воском щетку, ну, как бы включаем там обороты определенные, натираем эту щетку и потом полируем, к примеру, обувь или же изделие из кожи, там обложку или сам кусок кожи. Я думаю, ну, вы видели это в интернете. Что касается того, что я применяю, ну, как бы у меня нету таких специальных там механических штук, и плюс там дрелью я как бы не заморачиваюсь натирать изделия. Я просто вот торец, даже не знаю на чем показать, ну, вот на этой штучке, допустим, торец вот так вот просто натираю, к примеру, уже после того, как обработал там краской или обработал там, клеем концета, канола, вот просто натираю вот так вот этим воском торец и потом полирую тряпочкой. Вот. Ну, это как бы и вся обработка. То, что я знаю и то, что применяю в своей работе. Так, где купить качество? Ага, так. Ага. Какую растяжку лучше покупать, каким производителем? Ой, это сложный вопрос. Их очень много разных предложений и разных растишек, и разных задач, и разных изделий, и с подкладом, и без подклада, и там со вставками. Есть и коза растительная, и чепраки там подошвенные. То есть это очень такой сложный вопрос. Обычно, допустим, кожу я покупаю то, что я вижу, к примеру, листаю, посмотрел, хочется, к примеру, мне пошить рюкзак. И я вижу вот кожу, человек там на видео ее мнет, я смотрю, вот, то, что мне надо, и все, я покупаю. Даже не хочется спрашивать, там, кто производитель, и все. Мне подходят эти параметры, подходит внешний вид, допустим, если там хочу ее окрасить, и она окрашивается, не вопрос, это даже еще хорошо, то есть я покупаю и все. Подбираем мы кожу под свои конкретные изделия. Про торец идет склейка 4 слоя после обработки плюс сликер. Край становится гладким, но видна трещина, где была склейка. Это нормально? Фу. Ну, старайтесь делать торцы тоньше. Вот.
И таких моментов будет ну, все меньше и меньше. То есть чем вы будете делать тоньше торец, там, снимать, брусовать как бы кожу, тем ну, меньше будет вот этих всяких впадинок, там, извилин на самом торце. Вот и все. Старайтесь делать как бы торцы тоньше, даже если они состоят из там, нескольких, 4 слоев кожи. На ютубе кого посмотреть? Так. Мне нравится Крафт Магнус. Это то, что я сразу могу вспомнить. Да, в принципе, есть у меня там в избранном несколько каналов, которые ну, просто заходят, как люди подают информацию, в принципе, качество их изделий. Сейчас сложно. У меня на самом деле плохая память на имена, поэтому я вот навскидку не скажу. Лучше мне где-то там комментарий напишите или в Телеграме, я потом выпишу тех мастеров, ну, которых вот реально смотрю, и дам вам имена. Так, спасибо. Так, ага, удалено. Я там брал кожу. Ну да, магазин тот, что Sandcraft, ну, как бы проверенный, то есть это не то, что там реклама какая-то проплаченная, этот магазин реально проверен и можно его рекомендовать. То есть качество кожи очень хорошее. И плюс такой кожи по такой цене вряд ли в Украине где-то найти. Как вы говорили, что будете бывать перетяжку руля, пробовать перетяжку руля в авто. Получилось? Нет. К перетяжке руля я так и не дошел. Как бы кожа есть, все есть. У меня потом начались там траблы с машиной. Тоже ремонтировал. Потом вот зима, сейчас снова там ремонты, машина, дети, ребенок. И в общем на как бы перетяжку я не решился, потому что это нужно машину как минимум там на день-два оставить и заниматься, ну, как бы именно перетяжкой. А у меня так что-то сложилось, что времени нету. То есть, как минимум, там два раза в день, и я все равно еду на машине, отвожу ребенка и привожу, и просто оставить на какое-то время ее не могу. Поэтому ну, сейчас езжу. Как бы руль у меня, он в принципе в нормальном состоянии, просто что это не кожа. И, конечно, со временем я все-таки планирую над ним поработать. Так, вот вопрос тем, кто из Одессы. Вы, если что, тоже читайте комментарии и ну, как бы отвечайте, если вам не сложно. Потому что кто из Одессы, подскажите, если профильные магазины с фурнитурой, нитками и т.п. Или все с Али берете. Вот ответьте, кто с Одессы, ответьте, пожалуйста, там, есть ли там магазины с фурнитурой, где купить качественный краст, качественный краст. Тоже магазины, но я не знаю, такое ощущение, что вы нигде не подписаны в Фейсбуке, там очень много мастеров в Инстаграме, в Фейсбуке. Сейчас все соцсети просто пестрят различными кожами, магазинами. Сейчас это, ну, как бы, тема очень хорошо развита у нас. И магазинов там с крастами тоже очень много. Я просто краст не покупаю, ну, как бы ответить, где качественный купить, не знаю, если честно. Может, кто-то тоже из чата посоветует. Как выбрать свою нишу товаров? Это очень сложный вопрос. Сейчас все ниши уже заняты, и найти прям такую нишу, которая бы зашла, там выстрелила, очень сложно. Сейчас больше такой период, где нужно прям пробиваться. Есть уже сотни тысяч там позиций кошельков, рюкзаков, сумок, я не знаю, ремней, всего-всего-всего. И найти какое-то новое ответвление, где еще никого не будет, это очень сложно и, наверное, практически невозможно. Поэтому нужно пробовать, допустим, как вот чехольчики AirPods, да, вышли новые AirPods, вышли эти новые шаблончики и начинаем. Раз, у нас что-то хорошо, ну, как бы хорошо получилось,
Пробуем, 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 прощупываем население, кто сколько готов за это платить, есть ли запросы, да, и смотрим, что все, запросы есть, развиваем это направление. Можем какие-то фишечки там придумать, можем добавлять какую-то там персонализацию или прошиваем как-то по-особенному. И все. И, то есть таким вот образом нужно прощупывать. Просто так сказать, что да, вот эта ниша 100% зайдет, нет. Здесь нужно как бы свой стиль какой-то внедрять в определенном направлении изделия и смотреть, будет ли спрос на них. Что скажете про нить Санчжоу? Стоит ли своих денег? Я не пробовал, ну как бы не пробовал в работе эту нить, которую вы написали. И я, ну как бы в сравнении мне сложно сказать. Там и толщины, по-моему, там круглые нити, а риц я пробовал, она плоская. Сложно сказать, в общем. Какой подклад используется в сумках? Никакой. Я сумки еще не шью, вот тоже к этому прихожу, иду постепенно, потому что есть очень много нюансов, которые, ну, негде как бы изучить. Может и есть какие-то курсы, но нету времени проходить курсы. Я вот так вот по чуть-чуть там есть время, к примеру, сел, полчаса посмотрел YouTube, где-то что-то повысматривал, потом посидел на балконе, порисовал, повырезал, поклеил, посмотрел, получается, не получается. Снова там не получается, что-то еще смотрю, так что подклад я никакой не использую. Сейчас тестирую склейку кожи и кожкартон тонкий, где-то 0,4 мм. Пробую, в принципе, мне нравится, что получается, поэтому, возможно, в ближайших каких-то видео уже сделаю кошелек с такой вот технологией. Так, спасибо за здоровье и процветание. Все взаимно. Так, мой малой пришел. Я, конечно, с вами еще посижу, но будут незначительные шумы на фоне детские. Так, скажите, пожалуйста, как вас звать? Мое имя Сергей. Точнее со слова. Так, много приходит за заказами по сарафанному радио. И что лучше приносит покупатель? YouTube, Instagram или другое? Сарафанное радио. Ну, по рекомендациям, в принципе, есть. Но они же, ну, как бы, народ не скажет вам, что это, вот я у вас заказываю, потому что там где-то что-то услышала. У меня чаще так, что сколько стоит, цена устраивает, все, покупаю. Или сколько стоит, ага, спасибо. То есть такого плана. С Ютуба есть заказы, но с Ютуба не так много, больше Инстаграм. YouTube мне такие интересные заказы приносит, как, допустим, обложки на книге Ведьмак, о Ведьмаке. Вот. Это 100% с YouTube, потому что больше, в принципе, я особо нигде и не постил информацию, и отсюда как бы идут заказы. А так, в основном, как бы основная площадка это скорее так Инстаграм. Интересно, что есть у нас в Украине. Интересовался этой темой после просмотра курса на ВК. Так. Ну да, так, запись стрима будет. Значит, смотрите, что касается записи стрима. Ну, сейчас вот оно же должно сохраниться там потом на канале. И я вот не знаю, буду смотреть, в общем. Или я оставлю, допустим, публикацию на постоянку, буду оставлять эти стримы на канале, или же они будут на канале неделю до следующего стрима, потом я буду закрывать доступ, и у нас будет следующий стрим. Не знаю, если честно, как еще буду поступать, но посмотрим. Так, собирались попробовать акриловый лак, бахтарма или не сложилось. Тоже еще акриловый лак не пробовал, потому что у меня прям такой нужды не было, ну, это нужно его и направленно ехать, покупать, тестить. Сейчас просто на это нет времени. Я как бы свою технику уже отработал, которая меня полностью устраивает, и поэтому ну, ничего нового пока не пробую. Вот, смотрю, у вас нет пресса и штансформ.
не используйте их или видео не показывают. Пресс у меня есть. И есть несколько штансформ. Не показываю видео, потому что пресс огромный, а куда-то его, ну как бы он стоит у меня в таком угле, где камеры просто не долезет. Пресс есть, и что я... Несколько деталей, допустим, в основных изделиях я вырубаю именно им, потому что руками вырезать там сложную форму, красиво, правильно, очень сложно. Поэтому использую этот пресс. И плюс прессом я еще делаю оттиски. Допустим, если оттиск нужно большое клише, то я кладу деталь, сверху кладу клише большое, нагреваю это все строительным феном и продавливаю уже большим давлением этим прессом. Так что пресс я в работе использую. Быстрее можно, по-моему, так. В общих видосах их не показывать, а в отдельном плейлисте, чтобы были. Ну да, однозначно есть отдельный уже плейлист вот, с прямыми эфирами. Так что может как бы будем собирать такую подборку в отдельном плейлисте. Но еще нужно разобраться в настройках, чтобы вот эти все стримы, они как бы не забивали общую массу видео на канале, чтобы не было прям так видно. Чтобы люди могли находить еще какую-то полезную информацию, кроме видосов там часовых, которые может, как бы не всем это будет заходить, не всем будет интересно. Так, где покупаете фурнитуру? Фурнитуру покупаю я на Prom.ua. Это то, что, допустим, мне конкретно нужно. И я потом ищу, потому что во многих магазинах фурнитура или ее нету, или размеры не те. Вот сейчас я жду пряжку, допустим, уже вторую или третью неделю жду пряжку с Aligo Group. Вот у них она как бы есть, ожидается, да, вот. И они ее везут, и мы уже списывались, но пока еще не привезли ее. А мне именно вот такая вот надо, как они, допустим, могут привезти и все. И больше таких пряжек я там в Украине не ношу. Поэтому жду вот с Aligo Group. Допустим, какие-то другие там кнопки на Prom.ua просто нахожу, к примеру, смотрю более качественные какие-то, если мне надо. Потому что я фурнитуру на самом деле не так часто покупаю. Первое время, когда мне хотелось разобраться с тем, допустим, как устанавливать люверсы или хольнитены, или кнопки, и какие есть кнопки. Да, я первое время накупил всего разного, да, вот попробовал, там поработал, а все, теперь я знаю, допустим, как это все работает. Ну и вот так у меня эта вся фурнитура, она и лежит в основном, я ее там в больших количествах не использую. То есть вот для видео там использую, делаю кошельки там с кнопками. Вот и то у меня вот остались эти кнопки декоративные. Я их использую на кошельках, но по ссылке уже, допустим, по которой я их покупал, а покупал их, не знаю, год или два назад, то есть эта ссылка уже не работает. Клише заказывать или сами. Клише, конечно, заказываю. Заказываю клише in.ua, по-моему, сайт есть такой. Это самый такой, наверное, самый дешевый вариант, как прям не дешевый, то есть они делают хорошее качество, да, хорошее качество за приемлемую цену, вот так вот скажем. И у них большие как бы объемы, что иногда даже приходится как бы ждать день-два, пока они выполнят и плюс отправляют. Конечно, с этим сложный вопрос из-за того, что приходится ждать несколько дней, пока они сделают, потом пока отправят, но вот, всегда работают на данный момент, всегда работают с ними, вполне как бы меня устраивает. Плюс они еще, вот так как я вот делал обзор на термопресс, то, как я его там доработал, да, и вот есть такая площадка, которую делали именно этот магазин Клишен.ua, и они под эту площадку уже делают крепление на клише. Поэтому я работаю с ними. Вот. Клише делают там отверстия на нужном расстоянии, я могу устанавливать и потом на эту нагревательную плиту и дальше как бы тесню этим всем.
Ищу дорожную сумку за день с подкладкой. Хочу 2-3 но 3 не получается, да, наверное. Дорожные сумки тоже я когда-то шил, но вот в маленькой мастерской огромные такие листы там кожи, которые нужно развернуть, к примеру, разметить, это очень сложно. И я вот хочу тоже и видео какое-то снять по изготовлению дорожной сумки. Но я понимаю, что вот здесь вот очень сложно развернуться, плюс надо это снимать камерой, но это тоже сложно. Хотя как бы есть очень интересные варианты и дорожных сумок. Вручную это сложно, конечно, шить. Машинкой намного быстрее. Акриловый лак для уреза в огонь. Один минус: при минусовой трескается, если урез толще 2 мм при сильном сгибе. А так урез, обработанный акрилом, отлично термоформируется. Нужно попробовать. Будет возможность, я вот этот акриловый лак, конечно, попробую. Но это если, знаете, буду идти по магазину и увижу, что есть акриловый лак, я его тогда куплю, чтобы именно специально за этим не ехать. Кстати, акриловым лаком можно склеить кожу. Лак наносится на обе детали, даем высохнуть, затем активируем фен. Да, я не знал, но тоже интересная тема. Прям и торцы обработать, и бахтарму, еще и склеить детали. Прям очень универсальное средство получается. Как вы делаете изделия? От идеи до товара. Где-то рисуете, как подгоняете размеры, тестируете или готовите изделия, чтобы понять, правильные ли размеры. Изделия, изначально где-то смотрю, к примеру, тот же Pinterest, там, и смотрю какую-то идею. Мне нравится. Потом пытаюсь как бы понять размеры и внести какие-то свои такие, не то что коррективы, а доработки. Вот то, что было, к примеру, мне вот в моей ситуации, оно там больше такая модель, к примеру, подходила. Там, с кармашками или без кармашками, или с прозрачным этим кармашком, такое. Вот. Далее рисую это все в иллюстраторе, в программе Adobe Illustrator. Продумываю отверстия, все размеры, печатаю на 4, делаю лекала. Далее у меня бывают такие кожи, которые там окрасил или какие-то дефекты вот купил, и там есть на коже дефекты, да, и пускаю просто для тестовых таких изделий. И уже по лекалу пытаюсь изготовить. Кстати, вот, к примеру, я вам покажу сейчас. Вот кожа. Хотел там делать обложку, потом посмотрел, а после окрашивания вылезли разные там пятнышки, есть такие незначительные. Вот это уже будет какое-то тестовое изделие. Хотя очень круто пахнет. Это Best Coat Dye, по-моему, краска на водной основе от компании Exi. Обалденный запах, и вот растишку, если какие-то изделия, то крашу этой краской. Запах просто офигенный. И все, я шью изделие, потом смотрю, там получилось, не получилось, где-то надо тогда учесть какие-то размеры, что-то подрезать или сместить там, кнопку или такое. И уже как бы это черновое такое изделие получается. Далее вношу корректировки в макет и потом уже шью более готовый вариант. Так. Все. Вопросов больше нет. Что, может, давайте для пробы сделаем, уже в принципе час сидим. Давайте минут на 10-15 задержимся, еще сделаем анализ нескольких профилей. Если хотите, напишите, дайте ссылки на свои профили в инсте, и сейчас парочку мы посмотрим, разберем. Просто готовился, у меня здесь есть переключалка такая на браузер, и мы можем сделать как бы обзор нескольких страничек. Я, в принципе, планирую в дальнейшем, чтобы, допустим, если вопросов уже нету,
мы будем какие-то такие магазины там рассматривать, я не знаю. Ну вот что-то еще нужно, чтобы не просто как бы болтать, а еще чем-то интересненьким заниматься в прямом эфире. Так, ну что, кто-нибудь напишет? Напишет ссылочку на страничку на свою. Кожа воздуха. Кожа воздуха. Не знаю, наверное, не работал. Наверное, не работает. Это какой-то завод, да? Или что это? Что за водка? Наверное, не работал. В принципе, что-то знакомое. Может, где-то, если это в Украине, может, на выставке в Киеве видел их, ну, как бы стенд. Но именно с кожей, по-моему, не работал. Или, может, у меня знакомый работал с ней. Ну, в общем, с этой кожей ничего о ней сказать не могу. Так. Ну что, в общем, давайте так, еще 2 минуты, если никаких вопросов и ссылочки на странички не даете, то тогда завершаем. Краткое видео о любимых инструментах и химии. Ну, краткое видео, но я как бы не совсем вижу смысл в таких видео, из-за чего. У меня, допустим, предпочтения как-то они меняются со временем. Бывает такое, что инструмент сначала не зашел, потом раз через время я нашел ему применение и, в принципе, так он все-таки полезный и можно им пользоваться. И здесь на данный момент, к примеру, такой химией пользуюсь. Через время раз открыл для себя там другую, той пользуюсь. И то есть через буквально там, не знаю, может через месяц-два это видео уже потеряет свою актуальность. То есть я могу, ну, к примеру, на следующий стрим показать какой-то инструмент, которым чаще всего работаю, или какой-то начальный там набор, вот, который бы, мне кажется, был бы нужен именно в самом начале. Химию тоже могу показать. Но не знаю. Инструмент, он как бы... У меня сейчас ножей очень много. Хочу показать вам, кстати, вот, вот это. Сделал ручечку. Я уже, наверное, где-то показывал ножик, получается, из полотна для пилы по металлу. Этот нож еще в школьные годы сделал трудовик мне, я занимался резьбой по дереву. И вот он с тех пор лежал как бы без дела. Сейчас я взял этот нож, заточил на камне. Кстати, взял себе на пробу еще Диалюкс, в общем, пасту. И он сейчас просто как бритва. Я вот этим ножом недавно делал брусовку, и он прям как по маслу идет. Вот с данной как бы, как сказать, для данной операции, в принципе, острее ножа я не находил. Хотя он столько лет тут пролежал, а сейчас показывает отличный результат. И вот такая вот самоделка без разных там заморочек и крутизны. А есть вот нож, допустим, от мастера, вот этот вот. Здесь очень крутая работа ручная, и качество, и сталь, и все очень супер. И я этим ножом постоянно, вот если есть прямая линия, то я постоянно работаю этим ножом. Это у меня как бы основной такой. Так, ага, вот посыпались немножечко и ссылки.
Как насчет... Ага, так, профиль. Ага, профиль Романов Тул. Ну, я знаю их в Инстаграме, но я не знаю, это ваш профиль. Или давайте как бы, давайте рассматривать свои профили. Вы делитесь, то есть если будет здесь Романов Tools, мы откроем его профиль и посмотрим. Потому что у вас как-то тепло, гидроизоляция, и я думаю, это не совсем такой аккаунт этой мастерской, которая занимается изготовлением инструмента. Так, использовали бальзам для кожи, и зачем он нужен ли для той же Бутера? Бальзам для кожи, не, бальзамы я слышал как бы о них, но ни разу не использовал. Бутера вообще, в принципе, она в доработках каких-то не нуждается. Единственное, что я делаю, допустим, с Бутером, могу немножко протереть как такой жировместительный есть крем у Экси. Я просто протираю, она даже не впитывает по сути этот жир, но все же он как бы со временем потом вытираю тряпочкой и такое ну, как бы ощущения какие-то все-таки добавляются изделия. И все, Бутера ничем не дорабатываю. Добрый вечер. Какой швейной машиной или машинами вы пользуетесь? Никогда не шил машинкой. Просто, наверное, и поставить ее негде. Сейчас, допустим, можно было там какие-то сумки шить. Это я понимаю, что было намного быстрее, но, к сожалению, навыков работы со швейной машинкой у меня нету, и машинки нет, и никогда не пробовал. Возможно, когда-то, возможно. В принципе, будет у меня побольше места или побольше будет мастерская, и тогда это все дело мы испробуем. Так, давайте 3 раза бросил ссылку, но я походу блокирую. Ну, сейчас, секундочку. Давайте вот так вот сделаем. Давайте вот первый профиль есть. Так, сейчас я переключусь. Вот. Так, смотрим профиль. Ну, аккуратные изделия. Шов прикольный. Да, все симпатичненько. Это, наверное, из Бутера. Да. Такая кожка симпатичная. В принципе, все изделия из нее выглядят очень красиво. Но что касается, ну, как бы видно, все, и шовчик нормальный. Для простенький. Что здесь? Вот именно по самому профилю. Во-первых, вот здесь бы картинку я бы заменил, сделал бы или более крупное тогда изделие какое-то, или кошелек, например, чтобы оно более читалось, ну, ассоциацию какую-то у человека вызывало, потому что здесь сейчас какое-то сложное восприятие, плюс вот этот фон, он как-то отвлекает. Можно, ну не знаю, даже вот этот вот кошелек бы, он лучше бы здесь смотрелся, более какой-то однородный фон, подложку. А так, в принципе, все здесь более-менее правильно. Ну и что касается по самому наполнению профиля, то я бы снимал изделие, ну вот публиковал бы изделие, выбрал бы одну концепцию, к примеру, изделия на вот таком вот фоне, да, и все бы их снимал, чтобы лента выглядела более равномерно, потому что здесь вот здесь джинсы, здесь это подложка, далее здесь вот просто стол, потом здесь вот на коже снято и как бы так хаотично. А, на мой взгляд, было более симпатично, если все изделия были сняты, к примеру, вот или на коже, или на этой подложке, или там чередовалось, к примеру, здесь кожа, здесь подложка, здесь кожа, здесь подложка, и оно тогда выглядит симпатичнее. Ну а по изделиям вообще, в принципе, что вопросов нету, все сделано хорошо. Такое здесь вот беговку, я люблю просто, чтобы была беговка по контуру изделий, ну и торцы можно было
Еще бы, наверное, вот здесь немножко шлифануть и заполировать. Так, следующее. Так, ага, вот. Еще вот этот здесь профиль. Вот, есть. Смотрим здесь. У меня такое ощущение, что вы этот фон покупали где-то в одном магазине. Тоже, но здесь немножко другая техника исполнения получается. Здесь уже и нить потолще, и, наверное, пробойники с ромбовидным зубом. И кожа. И кожа, по идее, другая. Простенькие. Мне вот такие еще нравятся. В общем, мне нравятся такие простые, лаконичные изделия. Вот здесь все как бы, ну, все норм. Плюс вот, начало, как бы, когда все на одном фоне, мне больше нравится, чем вот дальше, допустим, бабах, и здесь в руках держит, потом на каком-то, не знаю, там покрывале где-то, потом. То есть, в идеале, мне кажется, что все изделия были представлены на какой-то одной подложке в одном как-то стиле, чтобы они были сняты, чтобы была подача в одном стиле. Ну или же чередовать, например. Потому что здесь вот вообще дальше пошло и инструменты, и все. То есть, или же, допустим, если вы хотите показывать какие-то свои инструменты или изделия с инструментом, то можно было бы так, к примеру, одно изделие отснято с инструментами, вот здесь, да, публиковали, дальше без инструментов, потом с инструментами, потом без инструментов, ну, чтобы оно как-то читалась какая-то одна концепция. Вот. Это мне так кажется. Не знаю, правильно ли это. Так, добрый вечер. Как подбирать цвет нити к цвету кожи? Есть какие-то общие правила? Да, правил никаких. Но есть правила подбора цвета. Это у меня знакомые визажисты, они могут больше в этом как бы проконсультировать. То есть есть правила там, сочетания цвета, какие-то противоположные, круг это цветовой. Это все есть, то есть это можно погуглить и найти информацию не конкретно, допустим, подбор цвета нити к цвету кожи, а именно подбор сочетающихся цветов, и вы сможете найти информацию, очень много ее. Так, сталь на пиле R675. Вы достойный мастер, у вас много хороших изделий. Рассказывайте обо всем, что знаете, очень интересно. Спасибо. Скину свою. Давайте еще вот. Есть ссылочка. Начинал КП, потом стали появляться единичные заказы, пытаясь строить вокруг его в автокаде. В дальнейшем планирую посвящать больше времени на это дело. Давайте посмотрим. Вот смотрите, как классно здесь смотрится крупный кошелек. Все, вы заходите, допустим, на страницу, и у вас, понятное дело, ну, возникает ассоциация, что все, это страница мастера, который изготавливает там, кошельки, ну, изделия из кожи, из натуральной. Вот. Мне вот такие вот нравятся. Крупно, понятно, нравятся такие решения. И здесь, в принципе, все вот на одном фоне, нормальное качество, то есть все как бы читается, все аккуратненько, классно. А здесь вот видите, выбивается она сразу. Ну, то есть вот это вот в таком вот ключе продолжайте, и в принципе более-менее страничка как бы будет привлекательной, так скажем. Так. Страница в Инстаграм, слышал, ну, эту мы уже, по-моему, смотрели. Вы подписаны на аккаунт в Инсте, вдохновенно
Новой Зеландии. Просто просмотр которых приносит удовольствие. Да, есть аккаунты, можете посмотреть у меня там в подписках. В принципе, я их как бы и на мастеров, которые занимаются изготовлением из кожи, подписан, и на фотографов. То есть там есть, в принципе, мастера, ну, которые вот работы смотрю с удовольствием. Крейзик чем покрывать? Да, крейзик вообще не надо ничем покрывать, на мой взгляд. Ну, если, ну, есть апертуру наносит, но это уже будет не крейзик, это уже совсем другие ощущения от кожи. Так. Если какие-то вот средства, ну, пергун, так я не понял, то есть на Prom.ua введите название правильное, да, там очень много ну, магазинов, которые продают средства для кожи, я уверен, вы сможете найти для себя оптимальное ценовое решение. Потому что есть магазины, которые завышают цены, есть, которые продают немножко подешевле, в принципе, одно и то же как бы средство. Сейчас этот профиль посмотрим, много денег вы вкладываете в рекламу. Да, сейчас реклама, конечно, без рекламы никуда, поэтому каждый день уходит понемножку денежек уходит на рекламу в надежде, что будут заказы. Так, сейчас. Вот. Так, здесь вот сделали акцент на название страницы. То есть, если, допустим, на предыдущей странице мы смотрели, и там мы заходим, смотрим именно на то, что там кошелек, то здесь больше такой акцент именно на бренд. Вот. Ну, здесь видно, что снято на более профессиональную оптику, то есть не на телефон, если видите, это глубина резкости, это уже снято на профессиональную оптику и прям очень такая узкая глубина резкости, качество изделий хорошее. Сумки, рюкзаки, чехольчики для AirPods. Ну, здесь что? Я так понимаю, мастер, который занимается изготовлением. Ну, наполнение, я бы сказал так, тоже вот хотелось бы, чтобы было такое, там, к примеру, изделие, к примеру, крупным планом, вот мы смотрим, посмотрели на изделие, на детали, потом, допустим, посмотрели следующая картинка, как изделие, оно смотрится на мастере, тоже было бы классно. Ну, чтобы эти фотки чередовались, потому что, вот, допустим, здесь две подряд. Вот девушка с изделиями, потом мастер с изделием, потом снова вот, ну, то есть, чтобы эти все штуки, они как бы чередовались, тогда, так мне кажется, будет более гармоничная картина в этом профиле. А так все, качество картинок хорошее, ну, изделий, само собой, хороший ассортимент. И тоже, в принципе, одна из рекомендаций вот, всем мастерам, найдите себе хорошую модель, которая могла бы приятненько как бы привлекать внимание к фотографиям, к ним больше доверия, чем просто, допустим, открыть вот сумку, посмотреть, да, на белом фоне. То есть такая фотка, она вызовет меньше доверия, нежели, допустим, фотография, девушка там с рюкзаком, с кошельком, улыбчивая. То есть такие фотографии, они больше вызывают доверие и больше желания приобрести изделие. Так. Так, народ, будем заканчивать. Значит, еще два вопроса. Подскажите про Pueblo. Pueblo пользовался. Когда не было Бутера, пользовался Pueblo. Был у меня опыт изготовления нескольких кошельков. Мне как бы больше нравится Бутера из-за того, что Pueblo, она как-то в носке очень как-то затирается не совсем красиво и презентабельно. Потом изделие выглядит через какое-то короткое время. Бутера
Многие там, я читал, пишут, что тоже как-то она затирается, там еще что-то с ней происходит. В общем, Бутера, пока у меня не пропал кошелек, вот я ходил с кошельком из Бутера, и с ним ничего не происходило. Все было гладенько, хорошо, красивенько, симпатичненько. Ну, потом кошелек куда-то ушел. Пробовали пользоваться Апритура Финичи. Апритура Финичи. Да, по-моему, но я название точно не помню, именно какой артикул, но я пробовал. Я и Кеннефарбен пробовал, и Финичи, то есть для сравнения. В принципе, остановился на чем я? Остановился на притурах от EXI. Это Altalux, если жидкая притура, и еще забыл название крема, кремообразную еще использую. Но сейчас чаще всего это вот Altalux или как-то Лючида, что-то такое. Она чуть пожитче Алталюкса, и ее легче наносить на большие площади изделий без возникновения, допустим, тех же пузырьков, каких-то дефектов. Так, народ, спасибо вам огромное за то, что были, посмотрели, задавали вопросы, за активность. Спасибо. И вообще спасибо за то, что подписаны. То есть, ну, по сути, благодаря вам канал и жив. Вот. Постараюсь давать какой-то полезный контент, отвечать на вопросы. Если вам нужны более оперативные ответы на вопросы, подключайтесь в телеграм-канал. Там более живое как бы такое общение, и никто никого ну, как бы за вопросы не съедает. Все в основном получают ответы и информацию, которую очень долго можно искать на просторах интернета. Вот. Так что до следующих встреч. Думаю, через недельку еще будет один стрим. За это время вы можете подготовить какие-то вопросы, подготовить ссылки на инстаграм профили свои, подготовить, может, какие-то предложения, пожелания, пишите тоже в телеграм, чего бы хотелось, может, какие-то идеи возникнут по поводу этих стримов, и будем общаться, будем выходить онлайн. Так что всем хорошего времени суток. Пока.